Мамуля, красиво? Очень, Юнчик. Очень красиво. Мама, шляпа спала, мама. Мы собирались полететь на Чеджу. Я знала, что выйдет видео, но не знала, что в таком формате. Я сначала думала, что это будет кусочек, просто нарезок всего нашего отдыха в Корее. Но в связи с вот такими вот событиями, со снегом, с мандаринами, со всей этой красотой, я решила, что выйдет полное видео с Чеджу, поэтому мы вам сегодня покажем такую красотишку. Сегодня будет крутой выпуск с Чеджу. Итак, друзья, как вы поняли, мы снова летим на остров Чеджу. Лететь к острову нам приблизительно час. Самолеты сюда летают из самого Сеула, а именно из аэропорта Кимпо. Чеджу – это наш любимый курортный остров Южной Кореи. Он, конечно, единственный, но это не мешает ему быть любимым. Этот остров круглый год предлагает своим туристам захватывающие дух красоты. При каждом посещении этого острова в Южной Корее вы будете испытывать разный спектр эмоций. Летом это чистое лазурное море, плавательный сезон и куча туристов. Самый пик сезона – июль-август. Сверху в правом углу я вам оставлю ссылку на наш летний отдых на острове. Зима – это… А сейчас посмотрите, что это. Очень красиво, мама. Смотри. На острове Чеджу относительно теплее, чем в Сеуле и другой части Кореи. Зимой температура на острове Чеджу редко опускается ниже 0 градусов, но с января до середины марта средняя зимняя температура на острове составляет от 5 до 7 градусов Цельсия. Но даже при такой температуре ощущение может быть всех минус 10 градусов. На острове Чеджу обязательно нужно пить фреш из мандарин халабон. Мое тело, скорее всего, процентов на 90 уже состоит из этого сока. Корейцы очень доброжелательный народ. Нас угостила продавщица мандаринами бесплатно. Ну, конечно, одна из них была гнилая, и, скорее всего, это было, чтобы ее не выбрасывать, но все же. Классное место. Если бы было лето, здесь вообще был бы, наверное, кайф. Здесь вот там вот занимаются серфингом. И я так понимаю, здесь можно брать серфы на прокат, пить кофе, кушать. Ну, конечно, зима, немножко не то, но все равно хорошо в этом море. На Чеджу дуют довольно сильные ветра, из-за этого воздух становится еще холоднее. Кафе на острове, очень атмосферные, они вам как бы намекают, что из острова без коробки мандарин вы не уедете. Основной целью нашей зимней поездки были именно горячие источники. Они есть и на материковой части Кореи, но именно здесь вода необычная. В данном спа-комплексе вода во всех бассейнах минеральная. Поэтому попарить свои косточки в таком спа-комплексе было обязательным условием нашей развлекательной программы. Для меня это даже не развлечение, а больше отдых в оздоровительных целях. Но это вообще всем полезно. Болит спина, ломит кости и все такое, тогда вам точно сюда. Мы приезжали сюда каждый день, пока были на острове. Цена, кажется, около $10 за целый день, а удовольствие на целых 100. Насыщенно серой. Поэтому мы приехали подлечить немного спины и погреться. Вечером нам понравилось больше, чем днем. Наверное, потому что это было атмосфернее, еще дул очень холодный пронизывающий ветер, и окунуться в горячую воду было просто блаженство.
여기 어디예요, 다샤? Тонбек Форест-입니다. 동백 포레스트입니까? Это нереальное какое-то сочетание цветов, мандарин и снега. Сегодня пошел снег, но он быстро тает, потому что температура +3, поэтому в принципе не холодно, но, конечно. Мы приехали в сад камелий. Говорят, что встретить снег на острове – это большая редкость, и чаще всего он тает быстрее, чем люди успевают им насладиться. Но получается, что нам нереально повезло. Мы успели насладиться снегом, камелиями и мандаринами. Мандарины, которые растут только на острове Чеджу, они называются халабон. Они очень большого размера и очень-очень сладкие. Дашуя, маск. Давай. Мамуля, красиво? Очень. Очень красиво. Видео. Все сады и парки острова Чеджу созданы примерно за последние 20-30 лет. В декабре самый сезон цветения камелий. Они цветут здесь с декабря по март. Мы здесь были летом, но летом не было столько мандарин. Я так понимаю, их сезон где-то осень-зима. И вот сейчас это самый такой пик мандариновый. И еще мы с вами пойдем в мандариновый сад. Что это? Трошки відхили, не сломається. Мы заплатили $45 за троих и идем сейчас вовнутрь рвать мандарины. Мне кажется, что только корейцы могли придумать такой вариант ведения бизнеса, когда люди платят за то, чтобы самим собрать себе мандарины. Это же какая экономия на рабочей силе? Да это же гениально! Дашуя. Иди сюда, иди сюда. Mandarin inside, honey. Каждому из нас выдали ножницы и корзинки. Сказали, что мы можем съесть сколько угодно, а с собой унести можно не более 3-4 мандарин. Мандарины, конечно, были еще кислючие, и есть их прямо с веток было не очень вкусно, но заманчиво, поэтому мы съели парочку на всех. Немсек чё? Немсек 좋아요? Да.
좋아요? Ну ладно, в принципе, мандарины это не картошку собирать с огорода, поэтому удовольствие мы получили. К чему я это? Да к тому, что у корейцев есть и такое развлечение, как сбор урожая картошки. Тоже за ваши деньги. Так что у нас это еще была лайтовая версия денежных расходов. Здесь нас муж решил накормить самой вкусной рыбой на острове и привел в какой-то очень популярный среди туристов рыбный ресторан. Еду заказывал муж на свое усмотрение. Последний раз в его жизни. Заказал муж целый сет, основным блюдом которого была рыба-меч. Да такая острая, какая-то тавтология получается. Но острая она была, потому что перченая, а не просто острая по своим анатомическим особенностям. В общем, муж нас решил удивить по полной. Маму он удивил так точно. Такого острова она в своей жизни еще не пробовала. Сегодня очень ветрено и снаружи холодно находиться. Поэтому мы сидим в воде все, никто не выходит, мало кто быстренько перебегает в бассейн. Вообще очень кайфово сидеть. Здесь вода насыщена минералами и есть еще бассейны внутри. Но внутри там все голые, там снимать нельзя. Здесь можно. Ну и как же уехать из острова и не поесть мясо черной свиньи? В предыдущем выпуске я уже вам рассказывала об этом, но я обязана повторить. Попробуйте мясо черной свиньи. Обязательно. Подписывайтесь на наш канал и погружайтесь в атмосферу Южной Кореи вместе с нами.